Ислам — это не прожить хорошо здесь. Что за замысел, что за противостояние? Почему в Коране запрещено быть монахом? Почему свинина запрещена? А Иблис — это абстракция или нет? Мусульманин может спастись без политического. Малопафосный бред. Хорошо, ладно, мы бедные, мы всем проиграли. Это правда, это справедливость. А пороть кого? Саляму алейкум рахматлахи баракату. Это подкаст «После намаза» на Алиф ТВ. Сегодня, к сожалению, с нами снова не будет с моего соведущего Али Хаджи Евтеева. Иншаллах, в следующий раз он к нам присоединится. Но если я один, это не значит, что я одинок. И сегодня мы с нашими коллегами собрались поговорить про политический ислам. Тема, вокруг которой много наворочено, тоже много мифологизировано и идеализировано. И поэтому это требует разобраться, по крайней мере, хотя бы в том, что мы имеем в виду и куда все это идет. И к нам присоединились снова наш брат Руслан Айсин, политолог, автор проекта «Поистине», и Шамиль Казалиев, публицист и специалист по мусульманскому праву и вероучению. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы напомнить, что, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан, используйте VPN для того, чтобы шла монетизация каналу. И, пожалуйста, ваши комментарии и вопросы. И напоминаю, что мы приветствуем любую дискуссию, любые отклики, реакцию, сами туда заглядываем, реагируем, но жестко баним такфир, оскорбления других участников. И еще две вещи. Это использование матерных выражений и богохульство любого рода, в первую очередь в отношении Всевышнего Аллаха и его пророка, алейхиссаляму вассалам. Давайте начнем, наверное, вот с терминов, просто определимся, что значит политический ислам. Вот Гейдар Джамаль, рахимахумуллах, использовал это выражение. Вот что вы имеете в виду, что он имел в виду? Вот сразу просто зададим как бы параметры. Алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Ренат, Шамиль, уважаемые зрители и подписчики Алиф ТВ ресурса. Но действительно очень многих вводит в ступор. Почему, говорят, вы добавляете к исламу некую дополнительную определяющую составляющую. И для чего это сделано? Ну, во-первых, для того, чтобы заострить вопрос о том, что ислам – это вопрос о власти именно касательно того, что Всевышний в Коране говорит о том, чтобы мы действовали в режиме того, пока власть не будет принадлежать Всевышнему, политической власти. И поэтому заостряем внимание того, что ислам – это вопрос о верхней власти, о высшей власти. Первое. Второе, действительно, очень у многих вызывает такую странную реакцию, что такое политический. Для многих это вот партии какие-то, вот там Зюгановы там, и прочие товарищи, да, зубры такие. В то время как вопрос политический – это властный. Я бы вообще, честно говоря, чтобы вот так сказать более приблизить, назвал бы джаматский ислам. Почему? Потому что политически это все-таки греческое слово, полития, да, то есть это джамат. Полис – это джамат, на самом деле. Впервые, кстати, Гомер употребил в своей Илиаде. Поэтому он более подходит к джама, то, что, да, связано с множественностью. В этом смысле это ислам джамаатов, который ставит вопрос о том, кто является властью. Ну, согласно кораническому, да, мы поставили вас общиной в центре. И в этом смысле Гейдар Джамаль рахимахуллах и говорил о том, что политический ислам – это ислам изначальный, потому что ислам говорит не о морали прежде всего, а о том, что такое вообще мироздание, реальность, для чего мы сюда пришли. Для того, чтобы реализовывать замысел, высший замысел, провиденциальный замысел Всевышнего. И реализация его – это и есть линия политическая, это и есть линия борьбы против интриг Иблиса, за которым стоят правители неправедные, которые, ну, как сказано, и хитрили они, и хитрил Аллах, и так далее, и тому подобное. Или Всевышний говорит, там, значит, избивайте предводителей неверия, ставьте им ловушки, капканы, да? Что это такое? Это вопрос о борьбе
Не просто, условно говоря, занять кресло кого-то, а скинуть руководителя этого неверия. Вот в этом смысле ислам всегда выступал против и тирании, и деспотий, и против реальности, которая устроена как зулем. Это такая фундаментальная вещь, на самом деле. Это не вопрос о королях, президентах, как вот люди воспринимают это, да, не о парламентской, не электоральной демократии, опять-таки. Это вопрос онтологический, связанный с осью ислама, что ислам постулирует подчинение Всевышнему, то есть только его власть является властью над нами. Вся остальная власть – это власть нелегитимная, узурпационная, которая требует того, чтобы ее каким-то образом концептуально разобрать, ну и политически как бы ее скинуть. Вот об этом и говорит политический ислам. Ну, там уже, конечно, в глубину уйдем. Ну вот сейчас сразу просто хочу уточнить. То есть для вас и для, я так понимаю, для Гейдара Джемаля, то есть в первую очередь ислам, тогда получается это как бы не совсем религия, это некая такая политическая идеология, религиозно-политическая идеология. В чистом виде, потому что опять термин религия не очень верный. Религио, это помимо того, что регуляция, вообще изначально, насколько я помню, ее активно употреблял этот известный римский сенатор. Ну, неважно, да, но религия, латинский смысл — это связь, я так, насколько я помню. Это, да, связь, ну, с чем-то потусторонним, да, изначально с чем-то божественным. Изначально это была связь традиций домов. То, что называется адат. И вот этот римский сенатор начал ее использовать активно в своих выступлениях политических. И религио стала основой политической. И, собственно говоря, когда говорят религия, подразумевают вот эту вот часть адатов, да, в то время как ислам выступает против почвы. Потому что ислам выступает как доктрина, которая говорит о том, что единство метафизической языческой реальности от, так сказать, тхарми, закона там, космоса и так далее, неправильное, да, к чему поклоняются высшие язычники. Закон почвы блоден, так сказать, кровь и почва, да, блутон боден, немецкое, языческое право почвы и крови тоже не соответствует исламскому пониманию. Ну, третье – это либеральный закон, когда собираются какие-то чиновники или юристы и пишут закон. Вот, например, ислам, он как бы разрубает эту триединую сущность и говорит, что нет, есть как бы высшая политическая власть, которая принадлежит Всевышнему, а люди, которые являются наместниками, то есть мусульмане, являющиеся наместниками, халифой, они утверждают эту власть здесь. Поэтому говорят, что ставка на воинов, политических деятелей. Но я, когда говорю про религию, имел в виду такой общий, да, смысл современный, который сейчас складывается, то есть нечто, имеющее в первую очередь такое духовное значение для спасения человека, для мира вечного. Ну, это христианская интерпретация. Дело в том, что как бы очень многие находятся, я бы не сказал, в дымке, что это в дымке авраамическое, в общем. Ну да, но идея это не только духовного спасения, потому что... Ну вот получается для вас важно тогда власть здесь, а не духовное спасение. Вы ставите в приоритет, я это пытаюсь понять. Но они неразличимы на самом деле, потому что когда пытаются, это опять же христианская трактовка, что есть духовная составляющая, есть некая мирская. Да, Богово, Кесарю Кесарево. Но опять-таки это же переформулирование. На самом деле имелось в виду, Ну, что... на практике получается, что вопрос о власти, в вашем понимании, он важнее, чем вопрос спасения мусульманина вечно. Это и есть спасение. Это через это спасение. Да, абсолютно, потому что, например, когда... Я понял. Идея понятна. Содом и Гоморра были уничтожены, да? Несмотря на то, что там были праведники, но Всевышний сказал уйти Лут алейхиссалам. Да, потому что он там проповедовал, но выяснилось, что он не смог ничего сделать. Тогда они были уничтожены, несмотря на то, что там были праведники. То есть вопрос о власти, это всегда, собственно говоря, ислам и начинается с восклицания «ля». «Ля иляха илля-Аллах». Нет. Изначально ты отрицаешь все, политически громишь, как Ибрагим, алейхиссалам, пришел, идолов разгромил. И с этого это вопрос началась интерпретации, вот как это связывает все с политикой и с вопросами власти. Но я понял, понял, это власть. Я это, понял то есть вашу ты утверждаешь собственную мысль. Онтологическую реальность. А потом уже в новое время стали говорить, власть — это вот сидеть
на высоких кабинетах, подписывать бумажки. Это как бы уже такое вот разложение. Но власть Да. это всегда люди, то есть тут вопрос вот интерпретация, кто это будет осуществлять и в каких формах. То есть можно как бы рассуждать философски, да, но на практике это всегда конкретные люди, конкретные институты, конкретные какие-то средства. То есть все всегда в это упирается. Шамиль, ты согласен вот с Русланом или есть какое-то, может, дополнение? В общих чертах согласен. Я хотел бы единственное также подчеркнуть важный аспект. Вот Руслан сказал, чем политический ислам является. Я бы также хотел сказать, чем он не является, для того, чтобы отсечь некоторые такие вот сорняки, все время такая была книга «Ислам не такой, а какой». Вот он какой, политический ислам. Да, вот дело в том, что вот ислам много веков существовал в такой реальности, когда вот есть некий колпак в виде там халифа, да, то есть первые 30 лет это был праведный халифат, легитимный с точки зрения политического ислама, о котором вот говорит Руслан и говорил Джемаль, а дальше уже, так сказать, там большой вопрос к легитимности правления. Вот. И ученые исламские, они считали своей обязанностью давать советы правителю, как вот править своей паствой. Да? Это называлось асиясату шар'ияту. Вот. И есть в хадисах некоторых слова, вернее, используется однокоренное слово ксияса, ясусу, да, то есть вот глагол, который подразумевает некое управление паствой, да, то есть контроль, то есть изначально это все восходит к идее ухода за лошадьми. Вести верблюда за узду. Да, или вести верблюда за узду. То есть как управлять вот так, чтобы не сбилось стадо. Вот. Конечно же, политический ислам, который предлагал Джемаль, он отличается от такого понимания. Безусловно, не исключается это, вот как, например, не исключаются вопросы, там, которые поднимаются имамами в мечетях о связи человека с Богом. Да? Политический ислам это не исключает. Но он не занимается этим. Да? То есть политический ислам, он как бы интегрирует различные там, вот, мазхабы, различные там, взгляды на политический процесс и так далее. То есть не отрицает, но интегрирует. Вот это, мне кажется, важное дополнение. Ну и также вот Джемаль говорил, что политический ислам, он как вот некий нераскрытый элемент в таблице Менделеева. Да? То есть это то еще, мы говорим о том, что еще, в принципе, не проявлено. Вот, то есть мы занимаемся как раз вот поиском вот этого вот элемента, некой методологии, которая позволит вернуться на исконно вот пророческий манхадж, так сказать, да? Ну, получается из таких слов, что как раз Джемаль противоречил пророческому манхаджу. Если говорит, что сияса, вот смысл тот, который Джемаль, в общем, не принимал. Управление, просто вот управление верблюдом, да, ну так, образно говоря. Нет, я имею в виду, что политический ислам включает это тоже, он не отрицает это. То есть действительно правитель, он должен советоваться с паствой, он должен там заботиться о том, чтобы не было голода там, и так далее. Это все включается, безусловно. Но дело в том, что сейчас нету ни правителя, нет ни исламской субъектности, и мы как бы стоим вот у чистого листа. Да? Ну, какие-то попытки за последние 100 лет были, безусловно, создать то, что вот называется политический ислам. И много крови было пролито вот ради становления вот этого политического ислама. Но мы пока видим, что это все некие конвульсии, которые еще, так сказать, вот, которым не дают пробиться. Ну вот да, мы тоже придем, я думаю, по ходу беседы к неким перспективам и к тому, где сейчас, в общем, это политический ислам находится. Я вот со своей стороны просто тоже в своем видении, да, так, как мне это видится, обозначу. На мой взгляд, вот вопрос как бы... Политический ислам я всегда пишу в кавычках, поскольку действительно это, на мой взгляд, в общем, термин не очень такой корректный, и если мы о нем говорим, то надо, в общем, это закавычивать. Потому что, как бы, ну да, есть ислам, и в нем есть некое политическое измерение. Да, в исламе есть политика, тут как бы вопросов нет, тут как бы Америку открывать не надо. Вопрос только в том, какое место она занимает и как это все вот на практике реализуется. Вот если, поэтому я думаю, что, на мой взгляд, можно говорить как бы о двух. Сейчас вот надо говорить о двух как бы, да,
измерениях политического ислама. Есть вот вопрос политики, который традиционно как бы в классическом исламском богословии отражен, в практике какой-то традиции мусульманских стран там, да, и мусульманских государств вот, до 20 века, там, да, вот от Османской империи и далее в прошлое. И есть тот политический ислам, который вот у всех на слуху, и о котором, собственно, вот мы говорим сейчас, да, и повод, да, для беседы дал, такой, так называемый повод исламизм, там, его еще часто называют в науке. Это вот 20 век и 21 век. И я бы их, честно говоря, тоже разделил. Потому что, например, в классическом мусульманском богословии мы не найдем вот тех идей и тех даже терминов, которые есть у исламистских авторов в 20 веке. Это вот тот политический ислам 20 века, который начинается, наверное, вот чуть даже раньше, чем крах османского государства, он уже зародился, но проявился уже после этого с появлением братьев-мусульман и так далее. То вот то, о чем они говорят, и то, как они говорят, эти идеи, они в классическом мусульманском богословии практически не отражены. В принципе, вот если мы возьмем труды о политике, которых, кстати, не так много вообще всегда было, и эти темы никогда не были так глубоко разработаны, тоже отдельный разговор, почему. Но они вот понимают, там, и Маварди, и Ибн Халдун, и куча остальных авторов, Ибн Таймия даже, они понимают политику очень утилитарно. Вот действительно, как управление просто верблюдом. То есть для них как бы политика — это просто управление государством, это вот сколько средств куда распределить, это там кого куда назначить. То есть все очень утилитарно, очень практично. И, в принципе, идея их заключается в том, что власть нужна для того, чтобы просто создать условия для жизни людей, чтобы они могли нормально поклоняться и достигать блага в этой жизни. И самое главное, благо в вечной жизни, то есть спасение. Вот, собственно, и все. То есть политика в суннитском, по крайней мере, понимании — это очень простая, очень утилитарная, такая прикладная вещь. И вот эти все идеи о глобальной борьбе, там какие-то великие утопии, строительство каких-то мировых империй, вот, которые характерны для исламизма 20 века, их там нету. Это то, что вот мы видим только в 20 веке. И, скорее всего, на мой взгляд, это реакция, в первую очередь, на европейскую мысль, на западную политическую мысль. Это сначала реакция на идеи консервативной революции, потом это такой левый уклон начинается, который у мусульманских авторов тоже находит отражение. А потом, вот как современные братья-мусульмане, это реакция просто на такой общелиберальный дискурс европейский. То есть это вопрос к тому, что современный исламизм, насколько он вообще имеет исламские корни, а не просто ли это вот некое порождение современности, которое создано не мусульманами и сформулировано, кстати, не мусульманами. Вот что, в общем, в общих чертах, что я думаю про политический ислам. Хорошая постановка вопроса. Здесь вот опять-таки проблема распадается на несколько частей. То есть мы отделяем себя от некого общего хода. То есть мы опять загоняем себя в гетто, говоря о том, что как бы это вот не исламское же, это не принадлежит исламской цивилизации, в то время как Всевышний говорит в Коране, мы ничего не создали понапрасну. Все, что есть, это все вписано в некий замысел провиденциальный. Поэтому мы все включены в общий поток хода истории. И неважно, кто как влияет, то ли не исламский контекст, то ли исламский контекст влияет, неважно, потому что есть сверхзадача, которую мы должны выполнить. Известно, что в конце времен, так сказать, во время эсхатологии будет битва мира просто куфра, мира зульма, да, и мира веры. И, собственно говоря, там даджал, условно здесь Махди алейхиссалам, и все это будет проходить. Но до этого времени будет происходить поляризация общества. И то, что сейчас происходит, или то, что происходило в 20 веке, особенно в Средневековье. А ведь то, что мусульманские авторы очень редко обращались к вопросу самой политики, связано как раз с тем, что, как сказал брат Шамиль, то есть была некая симуляционная реальность в виде халифатов после 4 праведных рашидунов, да, халифов. Кстати говоря, вот от начала, значит, хиджры
и до смерти последнего халифа как раз прошло 40 лет. Вот это вот 40 лет, оно как бы базисно праведное, да? 40 лет все мы прекрасно понимаем, что за отрезок. И дальше начинается что? Ну, собственно говоря, и с Ибн Хальдуном. Он же был придворным, так сказать, политтехнологом, который не очень удачно ставил то на одного правителя, то на другого. В общем-то, в этом смысле он был политическим политтехнологом так себе, как известно, слабым. И они подстраивались. Плюс ко всему, правители того времени очень следили за тем, чтобы их концепция не бросала вызов их власти, потому что халиф, вот он просто был... Да, но абсолютно вот эта теория, она скорее обслуживала практику. Вот да, она а где ты мог бы, например, то, что было. Где ты мог бы, например, эту концепцию изложить, не опасаясь того, что твоя голова, как над Хальдуном постоянно, так сказать, топор зависал, ему несколько раз везло, да? Поэтому опасались, обходили эти вопросы. Плюс ко всему концепция государства была совсем другая, это не то государство. Потому что концепция... Я просто замечу, например, Ибн Таймия, в общем, не шел на компромиссы, но, тем не менее, его теория государства и права, так скажем, политики, она не сильно отличается от любых других. Не, ну, может быть, но это не отменяет того вопроса, что есть проблема, есть явление, это явление необходимо концептуализировать, политически обозначить и поставить. Ну, у него не было, было у других мыслителей. Здесь надо относиться к этому более, так сказать, спокойно. То есть мы всегда исходим из чего? Вот у древних не было, значит, это как бы не имеет легитимного основания. Но это же неправильный подход. Да. Еще вот хотелось бы добавить к мысли Руслана то, что прежде вот исламские мыслители, они как думали этот мир вот в категориях, примерно описанных Хантингтоном, да, вот в столкновении цивилизаций. То есть была исламская цивилизация и была цивилизация Даруль-Куфр, Даруль-Харб, ну, много разных Да, имен. это, по-моему, Мухаммад Шейбани, ученик Абу Ханифы, это сформулировал первый еще, там, вот, когда он жил примерно там, в 8 веке. Да, и до сих пор, в принципе, многие богословы используют эту терминологию, но вот надо вообще вопрос, конечно, компетентным людям обратить, насколько это актуально. И также вот надо сказать, что мы опираемся на такое вот провиденциальное прочтение истории, и, видимо, исламу нужен был некий базис из территории, из людского ресурса состоящий, который бы обеспечивал некий надежный тыл для дальнейшей борьбы. И это так и произошло, да, ислам разросся на полмира, и там плохо ли, хорошо ли, но управлялся людьми, которые там правили по шариату. Вот. Но сегодня... Ну, или говорили, что по шариату. Ну, неважно, да. То есть они обеспечили то, что вот под их властью воспроизводились поколения мусульман друг за другом и до нашего времени, в принципе, да, там хороших, плохих, конечно, другой вопрос. Так вот, сегодня как раз один из вопросов, который стоит перед политическим исламом, это обращение уже не к исключительно исламской пастве, да, а к носителям определенного типа сознания. Потому что сегодня там говорить вот о столкновении цивилизаций, мне кажется, это не очень-то адекватно вот реалиям, да, потому что люди не делятся на там цвета кожи, на расы, на принадлежность к каким-то геополитическим там структурам, а делятся именно в зависимости от типа сознания. Вот. И ислам делает ставку на определенный тип сознания. То есть ислам впервые сейчас стал глобальной мировой религией в полном смысле слова. Это хотите сказать, да? Ну, то есть он как бы вышел за территорию традиционной зоны распространения, и только, наверное, в 20 веке мусульмане оказалось, что они живут вот, это как раз ключевой момент, это ключевой момент, да, что эпоха модерна породила то, что ислам вышел из этого гетто территориально-географического, в которое он был как бы встроен, да, и там варился в своем соку, да, и так далее. А сейчас оказалось, что ислам стоит посреди мира неверия и противостоит ему. И вот это вот противостояние, глобальное противостояние миру зульма подразумевает, что его необходимо объяснить. Но ты его не можешь объяснить, просто говоря о том, что это плохо, это хорошо. Да? Потому что это плохо, это хорошо не поднимает людей на борьбу. Ислам за справедливость, ислам против угнетения – это глобальный аспект. И поэтому это политические категории, категории власти, да? Категория, которая обозначает, что я не просто осуждаю вот то, что происходит со стороны Израиля, да? Но я должен принимать конкретные политические действия. Вот, например, собрались представители Лиги арабских государств, и что? То, что мы слышали, это же как бы абсолютный такой малопафосный бред.
Потому что нету политической платформы. Из чего она исходит? Ни из чего. Она исходит из того, что давайте жить дружно. Вот как там, Шамиль сказал, вот есть гетто, там, значит, конфессионально-исламская цивилизация, вот здесь есть христианская, но нет уже никакого христианства, мы живем в постхристианском мире. А ислам сейчас выходит на авангард, на авансцену. И этот процесс описывается, прежде всего, вот в политических категориях. Политические категории для нас важны в том смысле, что в конечном итоге весь мир будет поделен между теми, кто пойдет за Даджалом, да, за представителем, за агентом Иблиса, и те, кто встанут на стороне правоверных. Но это тоже политический аспект, потому что попытка вот Фуркана, развлечения, лжи, это тоже вопрос о политике, это коммуникация, это там политтехнология и все остальное. Но просто мы, к сожалению, игнорируем все эти вещи, говоря о том, что, слушайте, ну это не мусульмане же этим занимались. Да? То есть это вот сознательная колонизация собственного сознания нашего. Потому что это не мусульманин сделал, давайте к этому не будем обращаться. Ну, это такая шариковщина, да, я даже скажу, не колонизация, а примитивизация, а прям это вот очень напоминает булгаковского Шарикова часто. Ну вот про классическое, просто пока не забыл, момент про классическое богословие и про разделение на дар аль-куфр, дар аль-ислам. Ну, для своего времени оно было рабочим. И, в принципе, вот то, что, как это все распределил Мухаммад Шайбани, это доказало это оправдало себя, потому что начались крестовые походы, и действительно мир был разделен именно так, как он говорил. Другое дело, что со временем, может быть, это, конечно, отмирает и требует какого-то действительно развития, углубленного толкования. Но я вот я же говорю, что я не отрицаю политического в исламе, ни в коем случае, конечно, нет. Меня вот настораживает и напрягают вот эти попытки превратить ислам просто вот его низвести до уровня какой-то вот такой вот банальной, очень уличной политической идеологии там с кричалками, потому что, да, понятно, вопросы справедливости, угнетения, но это всегда конкретная интерпретация, что мы имеем в виду под справедливостью, какие люди будут эту справедливость реализовывать, как они это будут реализовывать. И вот мы видим в 20 веке, когда эти политические проекты под исламскими лозунгами, они приходили к власти и пытались их реализовывать, то, к сожалению, вот этот исламизм, он преуспел в критике, там, то, что они называли светским, там, западным, или не обязательно западным, там, иногда и там каким-то восточным государством, типа Индии, Китая. Но, в этом он преуспел, но он не преуспел в том, что мы не видим реальную, работающую, эффективную модель исламского политического порядка нигде. Вот кто бы ни приходил бы к власти, никто практически ничего не добился. И сейчас мы столкнулись с колоссальным кризисом, когда вопрос вообще, что если провалились вот эти вот исламские партии, эти исламские джамааты, там все, они ничего не добились, толку от них нету, то как бы люди задают вопрос, а тогда, может быть, вообще и сам ислам уже падает тень на сам ислам, если как бы вот эти вот теоретики, эти партии, там все эти лидеры ничего не добились, ничего себя не представляют, провалились, то уже как бы возникает вопрос, что, может быть, и сама религия, сама цивилизация вообще, как бы помягче сказать, что тоже к ней возникают какие-то вопросы. Но это подход, опять-таки, имеет такое измерение очень важное, потому что простые люди всегда ориентированы на хорошизм, хорошо жить. И они говорят, вот почему ничего не получается, мы живем плохо. Не понимая, что ислам – это не прожить хорошо здесь, да, по-настоящему. Ислам – это про другое. Да? Ислам не такой, какой. Ислам – это про спасение, в первую очередь. Реализацию замысла. Реализация замысла – это всегда противостояние. Ну, что замысел? Что за противостояние? Вот это я хочу понять. Вы как постоянно говорите про какой-то вот замысел, что мусульмане должны там в какой-то бесконечной борьбе участвовать там, с силами зла. То есть это как-то вот уже, на мой взгляд, это уже что-то какое-то манихейство. Какая-то борьба света с тьмой, там, добра со злом. Есть известный хадис пророка саллаллаху таухидная. Вот, где он говорит о том, что для мумина этот мир зиндан, и наоборот. Для неверующего этот мир джаннат. А уже как бы после Яум-аль-Кияма поменяемся. Да? То есть если ты не рассматриваешь этот мир... Там есть много других тоже хадисов, аятов, которые вам известны, и все-таки авраамический подход, он к материи, к этому миру подходит иначе, чем христианство. Ну, каким образом, например?
Но мы не делим мир, да, там на материальное и на духовное, на там светское. Почему? и- В и- Коране и есть четкое религиозное. разделение, Мы- что вы возвращаетесь и посвящаете себя мирским делам. Нет, Нет, в том смысле, есть. что мы не делим Есть на антагонизм. религиозное, Да, но там, есть антагонизм. и на мирское, что в этом мире этот мир является средством для достижения мира будущего. Естественно. То есть этот мир не разделен на что-то грязное и чистое. Естественно, но этот мир есть мир зульма, в котором действуют агенты Иблиса в виде правителей несправедливого порядка, с которым ты борешься. Да, но это просто испытание для нас. Ну, а все испытание. Испытание Не можно уйти. для конкретного не- человека. Почему в конкретной Коране ситуации. запрещено быть монахом? Потому что нельзя убегать от этого мира, ислам сидеть в не пещере. видит, да, про пользу в этой практике. Потому да. что нельзя убегать и сидеть, думая, что это личное твое спасение. Потому что судиться будут все. Да? Вы будете в центре, и пророк будет свидетельствовать против вас. То есть мы будем судиться как общее тело. А христианство или постхристианство, на самом деле зороастрийская версия была, уйти в пещеру, там отсидеться, пока все громыхает, людей Ну вот режут. как раз и вот я вижу в вашем разделении этого мира вот на такую бесконечную борьбу Да. света с тьмой, вот некий отголосок зороастризма. Не, ну, На мой взгляд, ислам все-таки уберите- это созидание во имя спасения. И такое вот тотальное созидание. А смотря что воспринимать как А созидание. вы говорите о некой борьбе Вот. бесконечной мира со злом, и именно переносите это в политическую Да, плоскость конкретно вот здесь и сейчас. Вот война — это созидание или разрушение? Война, безусловно, это вред. Это Но это негативное, это та часть, разрушение. которая предписана Всевышним И в Коране. ислам допускает это в самом крайнем случае. Кровопролитие как предписано оборонительное. Всевышним. Ну, в некоторых ситуациях, как Не, вот оборонительное, сказано, мы да, что обязаны когда защищаться. Да. Он И это создал есть в Адама, исламе, алейхиссалам, конечно. вдунул в него минарухи, ангелы запротестовали, сказав, что он будет проливать кровь и нечестие. Он сказал: я знаю, вы не знаете. То есть война является некой обязательной частью составляющей. Мы ее не обеляем, Но это все промысел Всевышнего. да. естественно, война — Ну, это конечно. часть нашей жизни, нашего пространства. Но Но и мы должны созидание- стараться ее И избегать. созидание и разрушение — это вопрос интерпретации, как вы говорите. Например, крушение идолов — это созидание или разрушение? Это созидание, конечно. Крушение идолов. Вот то, Да. что Ибрагим, алейхиссалам, пришел и раздолбал 365 идолов. Это то, что требует от него его пророческая миссия. Да. Вот. Но если уж говорить про идолы, А- например, идолов, от которых уже не было вреда, которые они остались в Афганистане, вот эти в Бамиане идолы, там был халиф Али, радаллаху анху, и он их не тронул. А знаете, почему не их, тронул? их разрушили только уже талибы спустя 1400 А знаете, почему лет. не сломал их? Ну, потому что они не представляли уже Потому что никакого- механизм не было, да. Потому что механизмов разрушения не было. Нет, но если бы это была религиозная какая-то обязанность, я думаю, что А это они могли религиозная бы обязанность. постараться Вы это знаете, сделать. как, например, в тюркских народах называют идола? Ну, вот сейчас возвращаясь, богословы именно так это объясняют, что Это пот. от них не было никакого вреда, идолопоклонников не осталось, и Были. просто они Не, ну, остались, как и это? все. Там в Афганистане там же не до было талибов никого. были. Ну как? Ну, при талибах точно там уже никого не было. Зороастрийцы, И, в которые принципе, ходили, и поклонялись ислам там буддистам. укрепился, и Так вот, проблем они не представляли себе. значение даже вот в нашем родном татарском языке слово «под» идол происходит от Будды. Буд. Может быть. То есть изначально у нас образ идола – это образ Будды, которому поклоняются. То, что они сделали, они наглядно продемонстрировали, что, ребят, или вы встраиваетесь в систему мировой цивилизации и говорите: вот у нас здесь свое место в углу, мы будем жить, вы нас не трогаете, а мы будем сохранять ваши идолы. Так ведь и тогда могли сказать: ну, слушай, Ибрагим, алейхиссалам, зачем ты это делаешь? Ну, стояли бы все, стояли красивые такие, на аукционе Сотбис можно было продать впоследствии, да? Но это вопрос не в этом. Ислам приходит как разрушение мирового порядка. Всегда. Видели идолов, видели ли большой глобальной тагутской системы. Зачем вы идете к тагуту, познав лучшее? Да? Вот это все, это тагут. Но ты знаешь лучшее, и при этом ты создаешь для него некую ячейку, чтобы он стоял. Вообще элемент культуры, культура – это же вопрос нового времени. Почему запрещены в исламе эти идолы? Потому что до нового времени никакого искусства не было.
всех идолов и все вот эти картины делались для поклонения или для привлечения магических сил. Это новое время объяснило нерадивым людям, что на самом деле это не идол, это просто искусство. Что-то, картина прекрасная, идол там прекрасный. А изначально основа всех этих вещей была поклонение. Это потом нам стали объяснять специально, что это на самом деле культур-мультур. Опять-таки с эпохой модерна, которую немцы там прекрасно разворотили, разработали. В эпоху модерна появились вот эти вот исламские политические там, организации, партии. Да, до этого не было такого. То есть предшествующий османский период, там, так, в широком смысле, там, или в империи великих монголов не было политических партий. Вообще это самый вопрос так не стоял. Вообще политические партии-то возникли политика была. В 19 веке в конце. Там, какая-то свое управление, все это существовало. Но были кланы, кланы. Вот я что в этом вижу? И группы. Эти вопросы идолопоклонства, там, все это тоже было. Тут просто проблема в том, что вот эти вот партии, они начали использовать всю вот эту вот исламскую теорию мироучения для решения каких-то конкретных вопросов здесь и сейчас, вот в каких-то политических процессах в конкретных странах. Некоторые стали участвовать в выборах еще при этом. И где-то были исламские партии участвуют в выборах. И когда вот исламская партия проигрывает выборы, вот это вообще как понимать? Значит, ислам проиграл, что ли, выборы, а другие партии, если это исламская партия, то другие это какие-то кафирские партии, все остальные, что ли? Вот это, вот, на мой взгляд, не сводить ислам вот до уровня какой-то вот электоральной вот этой вот политической борьбы, или даже не обязательно электоральной, а просто обычной политической борьбе. Руслан же изначально сказал, когда давал дефиницию, что это исключается такой подход. Это вот просто дискредитировать, по-моему, сам ислам. Просто ислам вот опускать его вот на этот уровень. И когда от имени ислама говорят какие-то конкретные политики своими личными, конкретными, иногда финансовыми интересами, это вот опускать ислам до такого вот площадного уровня, вот чем занимается часто исламизм. И политический ислам, который как бы над исламизмом, как некая такая теоретическая его базис. На мой взгляд, это очень вредно, и это вот как одна из причин, которая вот сегодня привела к кризису исламской цивилизации и исламского составляющего, политической составляющей в исламе. Вот, Шамиль. Да, я хотел сказать, как раз Руслан, когда давал дефиницию, он исключил такой подход, согласно которому политический ислам — это участие в электоральных процедурах, да, то есть это, возможно, один из методов, но это не есть репрезентация ислама. Так же, как, там, допустим, Халид ибн Валид, когда зарубил там женщину, это не было репрезентацией ислама, да, он ошибся, но это ни в коем случае не является ударом по исламу. Вот. И вместе с этим вы еще сказали, что вот успеха нету, да, вот. Вопрос, а что есть критерий успеха? То есть, например, есть в Коране известная сура Аль-Бурудж, там рассказывается о людях рва, которые все сгорели, приняв веру, да, то есть их сожгли просто. Но Аллах назвал это Аль-Фауз, то есть победа. Вот. И на самом деле из-за того, что терпит поражение какое-то движение, там, репрезентующее ислам или как-то себя с ним соотносящее, это не является поражением ислама. Это есть просто некий этап формулирования, формирования исламской субъектности. Вот. Но, на ваш взгляд, что являлось бы критерием успеха? Вот Гидар Джемаль, что подразумевал под успехом политического ислама? Понятно, там, мы сейчас не берем какие-то эсхатологические вещи, там, связанные с Даджалом, там, Махди, а вот конкретно вот здесь сейчас, вот в рамках вот, не знаю, в мире, в Российской Федерации, вот что бы было бы критерием успеха политического ислама этого проекта? Я хотел бы вот начать с того, что пророки многие, там, у них был один последователь, у кого-то вообще не было последователей, но нельзя же сказать, что их деятельность ущербная, да, там, и вообще мусульмане часто там терпели поражение, да, но это все локальные вещи. Вот. Что есть критерий победы? Например, если посмотрим, 20 лет назад там в России, условно говоря, не было хиджаба у большинства женщин, которые относились себя как-то к исламу. А сегодня уже хиджаб, все понимают, что это обязанность, да? Вот за счет чего это произошло? В том числе за счет деятельности политической мусульман, например. То же самое вот в Египте мы недавно разговаривали, когда ихваны были разгромлены, они поставили вопрос, ну все, уже закончилась наша деятельность практически, или тюрьма, или смерть, что делать? Вот. И они говорят, вот есть некая забытая обязанность, это есть вопрос хиджаба.
Давайте сделаем упор на это. Вот. И Египет, который был страной с превалирующим там, населением женским, который не носил хиджаб, сегодня Египет — это абсолютно полностью покрытая там, страна, да, ну, практически. Вот. Но это, конечно, маленькая победа, но нельзя сказать, что это не успех. Вот. Ну, вот я замечу, что сам Гейдар, я от него лично это много раз слышал, он как раз вот такие вещи, как хиджаб, там, мечети, намаз, он как раз не считал вообще целью и каким-то критерием для политического ислама, и всегда очень жестко с этим боролся. И как пример он даже приводил, что когда они создавали Исламскую партию Возрождения, один из там, лидеров ее, он в программу предлагал записать, что наша цель — это вот там строительство мечети и объявление пятницы выходным днем, ну, то такие вот вещи, как бы бытово-религиозные. А Гейдар как раз говорил, что нет, цель политического ислама — это вот то, что вы говорите, это какие-то глобальные такие победы, свершения, там вот что-то напоминающее какую-то всемирную революцию большевистскую там, или вот такого рода сверхидеи. Вот на мой взгляд, что бы было бы критерием успешности политического в исламе, вот не люблю это политический ислам, исламизм, все эти вот термины, на самом деле тут далеко ходить не надо. Мы вот и в программе, когда мы говорили про Запад, там тоже коснулись этого. Кто не видел, обязательно вернитесь. Это как наш сегодняшний разговор, он как раз будет неким продолжением вот того, потому что эта тема очень соприкасающаяся. И я там говорю, что ну, есть то, что называется цели шариата, да, макасид аш-шария. Вот чем занимается, собственно, политическое в исламе. Обеспечение 5 целей вот, благ шариата. Это, в первую очередь, это защита религии. Ну, то есть, современным языком, это, в первую очередь, хотя бы добиться свободы вероисповедания, так, как она вот, хотя бы записана в законах большинства светских государств современных. Ну, я же не беру там Северную Корею, какие-то экстремальные случаи. Второе, там, безопасность. Защита жизни. Ну, это обеспечение безопасности, там, борьба с криминалом, чтобы можно было просто выйти на улицу и быть уверенным, что тебя там не обберут, не убьют, не изнасилуют и так далее. Это защита собственной, это как бы в фикховских терминах, там, это защита собственности. Ну, то есть это создание нормальной, работающей, эффективной экономики, где можно найти работу, где можно заработать, где можно жить, обеспечить семью. Что там еще есть? Защита жизни, это здравоохранение, ну и так далее. Ну, то честь есть еще, это да, есть. честь, И да, разум. ну это достоинство, права человека, там, Да, и и разум, защита это разума. образование. Алкоголь То есть это не все пить, легко да. переводится на конкретные какие-то вот вещи, понятные здесь и сейчас всем и всегда. Вот это, чем современный исламизм похвастаться совершенно не может. Нигде. Ни Талибан, ни Хасан Тураби в Судане, ни Ихваны в Египте. Может быть, только там как бы Эрдоган в Турции может чем-то похвастаться. Хотя к этому тоже много есть вопросов в современной Турции, учитывая просто уровень инфляции, тот же самый, который сейчас. Ну, в целом, за 20 лет, конечно, достижения есть большие. Ну, насколько Эрдоган вообще, можно его относить к исламизму и к политическому исламу, тоже уже вопрос отдельный, который, наверное, если мы успеем, Можно тоже коснемся. вот ремарочку? Да. Да, вот макасид аш-шария, то, что вы привели, действительно, это названо учеными, многими алимами. Но вот что я хотел бы заметить, тут, например, в вопросе идолов, да, вы руководствуетесь некими общими положениями, да, то есть, в принципе, вы руководствовались в том, что там никто не поклоняется, это вот неким пониманием пользы и вреда, да, неким пониманием вообще целей шариата, когда вы говорите, что никто не поклоняется, да. Но насколько вот эти цели шариата... Что значит не поклоняется? Я такого не говорил, что никто не поклоняется. Ну, идолам, мы сказали, бамианским Буддам никто не поклонялся. Но это я не связывал с целями шариата, это вообще отдельный Маслих аспект аль-Мурсаля, был. да, то есть это некая... Ну так сказать, вот, когда это случилось с талибами, то все улемы их осудили тогда, сказали, не что все, зачем это надо далеко было. не Ну, все. подавляющее большинство. Но Да. Гейдар Джемаль был за, да. Честно говоря, я даже не припомню, кто бы еще был бы за. Ну, саудийские многие ученые, например, одобряют. Может быть, но тогда, наверное, еще такие были. Да, так вот, что я хотел сказать. Например, если спросить вот вас, почему свинина запрещена? Ну, она запрещена просто как факт, это некое, в этом есть некое таинство. Аллах знает, как конкретного да? То есть то нет же самое объяснения, есть, но, например, видимо, потому что она вредная, то есть да. одно из объяснений. Есть хадис, где пророк говорит, что любой идол должен быть разрушен. Поэтому мы здесь не имеем права задаваться таким вопросом, есть в этом польза, поклоняется кто-то или нет. Давайте Если не будем можно, вот если такие можно, богословские я вот, да, моменты отвечу уходить на глубоко. вашу вещь, Мгм. действительно уведя вот немножко в такую политологическую плоскость. Собственно говоря, мы же поворачиваем от цели и задачи. Вот есть цель,
да? Да, Большой. цель это важно То, не что вы потерять ее, да, во перечислили, время это задачи. задачи. Это задачи, их может быть очень много. Да, обеспечение того, сего. Вопрос не в этом. А глобальная цель ислама не в том, чтобы человек ел в 5 горл или там жил под прекрасным шатром. Вопрос в другом. Нет, ну, И хотя да, бы не голодал. ислам – это стратегия духа. И голодать можно. Абсолютно, и мы знаем, и во времена пророков они Ну, голодали. надо стремиться все-таки к тому, чтобы люди не голодали. И про это из хадиса. Это ваша, как бы, да, ваша задача, Халиф Али если вы говорил, что обладатель власти. если бы бедность была живым существом, я бы ее убил. Есть даже хадис, что бедность – это почти куфр. Ну, в смысле того, что бедность настолько опасна, что она может приводить к куфру. Это бедность несколько другого порядка. То есть здесь как бы надо различать. Можно там Фаноновичину далеко уйти, да, которого, Да. кстати говоря, любил Али Шариати. Я немножко о другом. О том, что задачи политического ислама заключены несколько в другом. Здесь мы перечислили некие такие базовые принципы, когда мы говорим о том, что вот надо обеспечить людям некую хорошую жизнь, основанную на том, что называется social или там welfare state, да, государство социального благоденствия, которое Ну, штат, может там, быть, да, да, примерно проговорил. так. То есть Да, мы можно опять-таки назвать, наверное, используем это, да. те же самую формулировку Запада, хорошо. Но здесь очень важно что? Ислам стоит в центре противодействия, в том числе идеи материализма и обоснования смысла жизни в том, чтобы хорошо существовать. И это очень главное, это определяющее. Я просто замечу, я к этому не призываю. Нет, вы не призываете. Безусловно. Я к тому, что мы должны развернуть наш корабль мысли от того, что задача политического ислама – создать, чтобы все хорошо жили прекрасно. Объясни, почему это невозможно. Наверное, невозможно, но к этому Потому надо что в стремиться этом случае максимально. надо понять, что если мировая система позволяет тебе хорошо жить, значит, ты с мировой системой договорился о чем-то. Но мировая система так и будет выступать против тебя, хитрить и интриговать, потому что она против ислама изначально. Она изначально против ислама. Соответственно, никто не даст тебе жить хорошо. Против тебя будут интриговать. Если ты не выстроишь свою контр-игру, свою контр-стратегию, заключающуюся в политической борьбе, а в том числе и военной, а в том числе и информационной, а в том числе и когнитивной, и психологической, тогда ты не добьешься никакого успеха. Вопрос успеха – это же тоже протестантская модель. То есть, если ты успешен, значит, Бог тебе благоволит. Это протестантская модель, да? Если Но ты сейчас не мы не успешен, будем глубоко уходить, но в ней есть исламское зерно. бесспорно. Но я что хочу сказать? Что идея успеха – это во многом привнесенное извне, то, что вот ты не добился этого, значит, из глаз долой, из сердца вон. Но это не так. Потому что ведь кто сражается на пути, он может и не добиться успеха видимого. Нет, ну мы здесь просто... Это я боюсь, что надо не подменять цели действительно и задачи. То есть задача политического в исламе, да, действительно, я так считаю, я как бы вижу это вот во всей традиции мусульманского богословия, что да, это обеспечить вот эти 5 вещей для человека, но для чего? Вот я имею в виду вот эти цели шариата, да, там безопасность, свобода вероисповедания, там, да, здравоохранение, остальное. Для чего? Для поклонения, потому что Аллах в Коране говорит: «Я создал вас для ибадата», для поклонения, то есть для того, чтобы человек мог спокойно молиться. И вообще сама жизнь является поклонением, не только намаз. Служение, да. Ну, служение и вот поклонение разные это вещи. и есть. То есть вы служите, соответственно... Служение есть поклонение, да. Сама жизнь является служением Всевышнему. Разные вещи. Объясним, этимология в русском языке потому от слова что, поклон. ну да, в русском там немножко напутано. Поклонение в смысле как служение Аллаху, да. Оно может выражаться в том, что по-русски называется поклонение, то есть выполнение каких-то ритуалов. Может это быть просто работа физическая там, да, или интеллектуальная. То есть масса может быть форм. Вот создать условия человеку для реализации человека как мусульманина. Из этого вытекает очень важная вещь. Опять мы попадаем в ловушку западного интерпретационного, так сказать, интерпретационной формы. Для чего? Запад говорит, что может религия... быть, это Запад взял у нас когда-то, наоборот? Может быть, но суть-то в том, что сейчас мы используем именно эти наработки. Мы говорим, что религия, дин, это личное дело. Вот тебе дали комнату для намаза, чего ж ты недоволен? Вот так и говорят.
особенно вот эти вот мадхалиты. А чего вы недовольны? Мечеть стоит? Стоит. Ты можешь, так сказать, отращивать бороду? Ну, там, предположим. У тебя есть 2 магазина халяльных? Ну, типа есть. Ну и все, а что ты еще рыпаешься-то, да? Ислам же не про это. Это просто внешние проявления. А Запад говорит, что ислам, вера – это частный характер. Ты не можешь влезать в некое другое, которое вообще к тебе не принадлежит. Ну, а про что тогда ислам? Вот вы скажите, какая цель конечная вот в вашем видении? Это совсем другое. Ислам это как политическая идеология. Духа – это борьба веры по-настоящему. Ну, конкретно, вот что, в чем это, вот как это будет? Это свержение власти Иблиса, стоящих за ним сил. Опять-таки, вы можете сказать, это все абстракция. Ну да, вот конкретно. Просто вот действительно были вот... А Иблис это все это вот мне очень нет? напоминает. Вот были... Вот давайте, вот есть русская революция, да? Да. Вот там были сначала разные теоретики. Вот они тоже любили говорить про мир капитала, там вот будет борьба туда-сюда. Вот потом они пришли к власти, и это вот реализовалось то, как реализовалось. Да? Вот в России 20-30-е годы, потом ГУЛАГ еще начался, а потом Мао появился, Пол Пот, и пошло-поехало. И начинали тоже с каких-то вот таких красивых идей, там, философии, и вроде как бы ничего такого в этом не было. Ну, многие поддерживали, там, финансировали даже всякие эти Сава Морозов, там, остальные миллиардеры. То есть их это как бы не пугало тогда. Я просто вот в ваших словах вижу вот это вот какой-то большевистский такой вот напор, что вот смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это. А кто будет жить тогда при власти Советов, если мы все умрем в борьбе за это? И вот, но человек же не создан, чтобы жить. Человек создан для абсолютной для чего борьбы. Человек создан? Для служения, а служение, оно, как оно... Служение подразумевает, что вы служите в жизни реализуется. И реализуете некий замысел. Вы служите. А в чем вот в итоге, вот я пытаюсь понять, в конце концов, в итоге этого замысла, что на земле должно вот появиться? Вот цель какая? Вот, а цель подготовки прихода праведного ведомого Махди, алейхиссалам, Исы, победа окончательно, так сказать, ислама, не с точки зрения конфессионального вопроса, да, а победы замысла Всевышнего, там реализованные, пусть выразимся еще более пафосно, так сказать, победа Рухалы над материей, да, которая реализуется в нас и в истории как политическое существование. Вот. И в этом смысле мы реализуем то, что мы должны быть реализованы. Потому что Всевышний говорит, если я вас хотел, я сделал всех вас верующими. Задача-то не в этом стоит, чтобы сделать всех одинаковыми существами. Мы здесь находимся и боремся в том числе за место там. Да? Но мы должны его заслужить. А как можно, условно говоря, выиграть в велогонке, не стараясь? Ну вот просто так все это очень не интересно раздадут. То, что вы сказали, потому что вот в этом как раз я вот увидел и услышал очень такой несуннитский подход. То, что вы говорите, вот это имам Махди, там туда-сюда, это все вот именно тот шиизм, в котором упрекали Гейдара, от которого он пытался поставить, все время говорил, что нет, меня никак не связывайте с шиизмом, но это очень шиитская идея. Ну почему имам Махди как бы признан всеми суннитскими то, что улемами? Вот мы должны готовить его приход, там вот здесь и сейчас, вот это прям вот этим жить. Это акцент. Это акцент. Это просто акцент. Это не суннитская вообще методология. Акцент. Это просто акцент. Вы можете поставить акцент, а можете не поставить. Вот в этом как раз шиизм и суннизм очень конкретно расходятся в понимании политики и вопросов власти. Потому что суннизм, для него политика – это вещь очень утилитарная, как я говорил. Это вот про здесь и сейчас, просто про управление верблюдом. Вот, да, в общем. А вот в шиизме действительно там есть идея глобальной борьбы, там справедливость, под которой они понимают очень конкретную вещь. Правление имама, одного из 12 имамов, ну, если вот мы говорим про основную версию шиизма, а так как имама 12-го нету, то просто имеется в виду власть аятол, духовенства шиитского, то, что, собственно, мы наблюдаем в Иране. То есть они начинают с вопросов о справедливости, а в конце концов говорится о том, что вы просто должны поддерживать вот этого аятоллу и всю его политику. Это ваш религиозный долг. Вот против таких вот вульгарных трактовок политического в исламе я, собственно, и выступаю. Ну да, и Джемаль как раз критиковал. Он говорил, что есть противостояние жрецов, клерикалов,
и воинов, муджахидов. Власть должна принадлежать муджахидам, потому что они носители этого дискурса воли, амра. Клерикалы как бы хитрым образом вмонтируются в пророческую миссию и возникают наверху. Что в учении Иса, алейхиссалам, что в учении Муса, алейхиссалам, когда пришли кагены, левиты и прочее. Что сейчас там у шиитов особенно, да? Приходят и говорят, пока не придет Махди, алейхиссалам, будет сидеть вилайат и факих. Да, праведный законовед, который будет его замещать. Ну, такой заместитель, ассистент. Да. Вот. Но на практике мы видим, что аятоллы торгуют фисташками, нефтью. И абсолютно. Но это не исламское, это наоборот олигархами вроде внедренное в ислам бацилла, которая исламскими лозунгами, харизмой бесспорной, да, делает все, чтобы ислам изнутри десубъективизировать, чтобы ислам был вот, выходит аятолла и говорит, вы все там должны это делать. А тем более у шиитов, у которых вообще марджа и таклид. Ты должен следовать ныне живущему аятолле. Ну вот, переходя как раз, да, вот это тоже хотел этот момент затронуть. Через Гейдара очень удобный будет мостик, потому что вот он-то как раз как бы так до конца жизни вот для себя не решил вот этот вопрос с шиизмом. Он ну вот на мой взгляд, как я это вижу, это мое субъективное личное мнение, я ни на что не претендую, но вот я всегда видел в нем вот это противоречие. С одной стороны, он как бы брал некие шиитские основы, идеи там вот справедливости, вот это все явно шиитские корни имеет, вот и там идея, вот эсхатологический его вот этот вот посыл. При этом он отрицал самую главную идею в шиизме, это власть духовенства, без которой современный шиизм вообще немыслим, это уже не будет шиизм. И, собственно, поэтому его обвиняли, что он такой как бы не совсем настоящий шиит, и он-то какой-то шиитский ваххабит, там, типа Али Шариати, такой вот как бы отщепенец. И в конце-то жизни самое интересное, вот вы его как раз были же с ним, да, я, насколько понимаю, мы общались в то время, вот я тоже хотел для себя прояснить. Есть даже видео в Ютьюбе, где Гейдар отрекается от шиизма. Он говорит, что да, вот я сейчас понял, что шиизм — это орудие Запада, что это все была обманка, что никакой исламской революции не было. И даже Хамейни, фактически он тоже туда же в один ряд совсем отправляет. Хотя Хамейни для него всю жизнь был такой путеводной звездой, отрицая все в современном Иране, Хамейни для него оставался авторитетом. А под конец жизни я просто, когда смотрел этот ролик, я аж рот открыл просто. Он все это отрицает, выкидывает. Вот просто буквально это, наверное, было за год, может быть, до смерти, а может даже и меньше. Ну, он действительно от шиизма отошел давно, и он воспринимал это как политическую программу, потому что в определенный момент действительно шиизм в политической плоскости что-то делал. Потом действительно он сказал, что, в общем-то, это была не исламская революция, а консервативная революция, да? Вспоминая то, что вы сказали о консервативной революции европейской. Да, то есть от такой отголосок 30-х годов. Да, конечно. Более того, Хамейни, там, который скрывался во Франции, да, и через масонские структуры был поддерживаем. То есть это часть, то, что Гейдар назвал традиционалистского клуба, клерикального, глобального жреческого, которая вот манипулирует и которая перестраивает мир на нужных им основаниях. И в этом плане Хомейни был как бы вот, скажем, есть Хомейни как клерикал, как функция, есть как человек. Это бесспорно смелый, харизматический, да. То есть вот если отделить одно от другого, да, Хомейни был, так сказать, вот как личность серьезен. Как клерикал это была функция. Вот если мы их поделим таким образом, то многое становится понятно. Как личность он притягал. Как функционал, как клерикальный шиит, в этом смысле как бы он действовал очень негативно. И в этом смысле Гейдар Джемаль как бы прошел этот путь, он и не скрывал этого. То есть он был рожден в азербайджанской семье, и поэтому он говорил, что да, изначально в советское время, в общем-то, про ислам-то ничего не было известно, кроме там книжек советских про ислам. Поэтому вот он вошел. А потом уже впоследствии, когда ислам вошел в его жизнь тотально, скажем, тут он от, скажем так, шиизма ушел, хотя и как бы и в шиизме-то он не был, тоже понимаете. Да, он он такой был своеобразный, да, шиит, очень условный. Надо еще вспомнить, что инициирована, в принципе, иранская революция была под воздействием суннитских идей, например, Саида Кутба. То есть нельзя отрицать влияние, которое он оказал там на
Хамини того же, допустим. Ну да, и братья-мусульмане, и Маудуди, то есть вся вот эта традиция такого исламизма, Я вот она еще оттуда, да. хотел вернуться к важной теме, которую вот вы обозначили, то, что 5 вещей и вот задача ислама, да, политического. То есть если мы отсечем то, о чем говорит Руслан, безусловно, это мы не отрицаем, но тем не менее, вот если даже это изъять, такое метафизическое измерение, то вот эти 5 вещей, они, в принципе, не защищены в нынешнем мире для мусульман, не обеспечены эти 5 вещей, там, да, не сохранность жизни. В том-то и проблема, да. что вот эти исламские партии взялись вроде что-то такое делать, а в результате хоть кто-то получилось взял, то, что да, получилось. хоть кто-то взял. Безусловно, да, допустим, к Хамасу много вопросов сегодня. Нет, я не говорю, что они не должны были взяться, просто мы сейчас как бы разбираем, критически смотрим, как, Да, что получилось и что нам идеальных делать вещей дальше. нет, Мы как никого известно. не критикуем, то есть мы критикуем, но мы не отрицаем, естественно, потому что понятно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но поскольку мы имеем как бы тот результат, который имеем, надо, наверное, разобраться, в чем проблема, и чтобы можно было дальше двигаться. Ну, нужно осмыслить очень многие вещи. Во-первых, ввести все-таки в наше восприятие это понятие, что ислам – это большая политика. Сейчас уже многие это понимают. И в связи с трагедией в Палестине говорят, ну как же, мусульман 1 миллиард, 800 миллионов человек, огромное количество стран, богатые, и ничего не могут сделать. Странно. Но как бы к этому Хамини имаму не относись, он сказал, если все мусульмане мира плюнут в сторону Израиля, он утонет. Ну, хорошее определение, да? Да, но к современному Ирану очень большие вопросы, в том числе у этих самых мусульман, бесспорно. о его каких-то скрытых и тайных связях с Израилем, с Америкой и все остальное, это и вообще его политика. О том, что государство является частью мирового тагута, глобального миропорядка. Ислам – это не про государство. Ислам – это глобальное явление. То есть это уже анархизм какой-то вообще получается? Ну почему? Либертарианство исламское. А анархизм, кстати говоря, Прудон, который был одним из основоположников анархизма, ввел понятие перманентной революции, которую взял впоследствии Троцкий, и идеи в том числе но идеи анархизма, они как бы были в политических. исламской политической традиции, так скажем, в широком смысле, но опять же в хариджитской. Были хариджитские секты, очень давние, которые отрицали вообще государство уже тогда, в VII веке. Да, они отрицали даже халифат. Они вообще говорили, что не нужно, что халифат общество может существовать вообще без это власти. Не государство. Вот в чем сложность. То есть они отрицали даже тот халифат, который вот был вокруг них. Они даже не говорили о том, что в халифате должны прийти правильные люди, и тогда все будет правильно, с правильной там акидой, и тогда, в общем, все будет как положено. Они говорили, что вообще не нужен халифат, что общество, вот наша община, она вообще может существовать сама по себе, и даже если нас будет очень много. И подводили под это некое богословское обоснование. Но, опять же, это не суннитское. Но мы должны убрать как бы этот ярлык, потому что что начинаешь говорить об ограничении государства, говорят, ты анархист. Люди не понимают, что такое анархизм. Анархизм это про ограничение как бы в таком словарном, власти, бюрократии смысле. И аппарата. Да? Самоуправление. Что такое система джамаатов? Ну, это во многом анархизм. анархическая идея, да, абсолютно. конечно, да. Даже если обратиться вот к букве суннизма, есть в Сахих аль-Бухари хадис о 12 правителях курайшитов, да, то есть это никто не отрицает. И там, понятно, 4 первых халифа, потом Хасан, 5-й в эти 30 лет уважившийся. Ну, это не имеет отношения к шиитской идее вот, о 12 конечно, имамах. Да. Я же говорю, это иногда просто этот хадис как бы берут в обоснование, что, мол, вот посмотрите, это все есть и в суннизме тоже. Не, я говорю об Абу Бакр, Умар с числа этих 12, безусловно, легальных и легитимных. Вот. Потом был там Умар II, ибн Абдуль-Азиз, еще Харун ар-Рашид некоторые включают в этот список 12. Вот. Но так или иначе, вот сегодня мы живем как бы не из-за того, что мы хотим анархизма, а вот де-факто мы живем как бы в анархизме. Почему? Потому что нету легитимности. Никак она не представлена. То есть легитимность, она в исламе как представлена? Или частным текстом Корана, или в хадисе достоверном. Вот. А сегодня нету ни одного претендента, который бы соответствовал вот этому хадису, который обладает той властью, которая обеспечена руководством Аллаха. Если как бы вот подходить так вот крайне, кто-то можно начать отрицать вообще, а что там, Османская империя или аббасидский халифат, я уж не говорю про амиядский, или империя моголов, они прям вот во все времена прям такие были все правильные, и там все были святые. Да нет, конечно, там нет, столько было вопросов, и даже при жизни этих султанов там и всех этих правителей очень многие критиковали. Нет, естественно. Мы исходим из чего? Из того, что идеальных сущностей нет.
никто не застрахован от ошибок, тем более от каких-то ошибок, связанных с неправильным принятием решений. Но мы говорим о том, как обезопасить или как минимизировать политические ошибки. Как не допустить того, я все пытаюсь на современность вывести, да? Давайте как обезопасить нас всех от того, что маленькое государство, или там неправедно образованное государство, там говорят, просто убивает каждый день наших единоверцев. Ну как так происходит? Да? Как говорят, есть государство, есть, что вам еще надо? А политического измерения-то у них нет. Потому что политическая субъектность – это как раз реализация принципа безопасности. Потому что мусульмане должны быть в центре. Но сейчас мы видим, несмотря на то, что мусульмане вокруг, а в центре-то сионистское образование. Это кто тогда в центре? Где политический субъект? Субъекта нет. Это вот очень важная вещь. Ну, да. Но вот чтобы в этот центр выйти, начать надо с чего? Основа основ всегда и везде чего? Экономика. Если не будет, если мусульмане будут бежать, сломя голову в Европу просто потому, что там лучше живут, ну хорошо, то Саудовская трудно Аравия, говорить о каком-то... Саудовская Аравия, Эмираты, которые сейчас просто в засос целуются с Израилем, но я извиняюсь, там миллиардер просто, так сказать, на квадратный сантиметр больше всего. Ну, это не в Саудовской, скорее, это вот немножко в других княжествах, государствах залива. Ну, хорошо, но экономика... Это вообще, так сказать, здесь мы можем, конечно, перейти в марксизм, да, служанка там политики, но, на мой взгляд, не, это ну, не без имеет базиса, значения. ну, вот, да, марксистскими, без базиса, ну, ни одна надстройка не будет работать. Все равно там есть Саудовская Аравия, там, да, пример, Вот что, видите, может, общество богатое. Вы, Ренат, уходите вот в эту самую западную ловушку восприятия истории, как вот этого марксистского. Оно имеет значение, но человек... Ну, это общечеловеческое просто знание. Да, Человек, поэтому работает. в Коране Всевышний говорит, не равен тот, кто поит, остается поить паломников, и тот, кто идет. Да? Вот тот, кто идет, он бросает все свое имущество и, так сказать, идет на джихад. Его не интересует. Ну вот опять вы экономика. пытаетесь все свести вот к этой вот бесконечной борьбе добра со злом, вот это все. А как еще объяснить? А я хочу сказать, что да, в мире, в мире есть конкуренция, в мире есть оппоненты, все борются за место под солнцем. Но вот выводить это на уровень религиозной какой-то бесконечной там вечной борьбы, вот добра со злом, и которая в политическом, когда мы это переносим в политическую плоскость, выражается в таких идеях, как там левый проект мировой революции, или там есть какие-то вот такие же идеи глобального мирового господства, вот очень такие предельно утилитарные политические. Вот против этого я выступаю, чтобы не изводить ислам как систему духовную, в первую очередь, спасения, вот до уровня вот каких-то вот разборок глобальных. Духовное измерение не стоит ничего, если у него нет политического измерения. Потому что стратегия духа... Почему? Я не отрицаю политического, но мусульманин может спастись без политического. А вот с политическим, без духовного, он спастись уже не сможет. Есть разные степени веры же, там известный хадис о 3 ступенях веры. То есть то, что вы декларируете, похоже на такой мурджитский подход, где дела и убеждения разорваны как бы. Нет, тут тоже вот не надо... подменять, и чтобы неправильно понимали. Я, опять же, не отрицаю ни усердия ради религии, конечно, нет, ни политического. Я просто говорю о правильно расставленных приоритетах. Я против того, чтобы подменять духовное, политическим духовное и превращать ислам вот в идею всемирной революции, там, либеральной или коммунистической. Или там, не знаю, вот опять же, возвращаясь к идеям там, консервативной революции, там 30-е годы тоже было всяких крайне правых проектов много глобальных. Вот ислам превращать вот в это я вижу в этом большую опасность и одну из причин того, что, собственно, этот исламизм провалился. Мне кажется, вне контекста даже западной матрицы и ее установок, там, каких-то марксистских или там, троцкистских, вот если просто дать человеку Коран на русском языке, да, или на его языке, там, буквальное прочтение его подвигнет, в принципе, человека к тому, что в Коране читается вот эта вот идея революции всемирной, вот, на мой взгляд, да, там.
То есть это просто, если отсечь все тавсиры, там какой-то Ну вот контекст вокруг Гейдара культурный. много таких как раз собиралось людей, которые вот во всем видели всемирную революцию, в том числе вот читая Коран, и они там ее находили, и, по-моему, кроме этого больше ничего не видели. Ну, А почему? такие люди особые, которые, Да, потому особые что люди. Гейдар изначально эту идею туда вкладывал, и эти люди, как мотыльки, вот слетались на этот фонарь. Они изначально уже были заряжены на это. Конечно. Как раз он Надолго их не хватало, как правило. Ну, как... Потому что вот я просто тогда продолжу. Вот это тоже очень важный, на самом деле, как мне видится, кризисный такой момент, что вот почему вот очень часто вот эти вот романтики, революционеры, как Гейдар их назвал, русские мальчики, вот эти вот, да, идеалисты, они, приходя к нему, вот часто потом очень быстро от него уходили, или вообще некоторые уходили вообще из ислама, или отворачивались от Гейдара. Вот это запала не хватало. Это вот очень напоминает вот то, что, собственно, произошло со всем процессом исламского так называемого пробуждения. Вот Хантингтон его называет, да, исламское, по-моему, возрождение. Ну, наверное, правильно назвать пробуждение. Вот начиная с 60-х годов по всему мусульманскому миру начинает как бы возврат к религии именно вот в политическом смысле. Проваливается проект, потому что западной модернизации на западный манер, на европейский, он нигде не состоялся практически. Потом повернулись к востоку, попытались где-то модернизироваться на советский манер, появились просоветские режимы, которые тоже провалились. И появляется идея, что ислам — это решение, наша конституция — ислам там, и пошло-поехало всякие исламские партии, потом некоторые из них приходят к власти. И почему вот я вижу в этом проблему большую, в чем там? То есть это не было за этим глубокого духовного какого-то посыла, духовного переживания общества. Это было больше психологический, эмоциональный ответ, что вот, да, хорошо, ладно, мы бедные, мы всем проиграли, мы ничего не можем, зато мы правильные, зато мы святые, и вот давай как бы вот ислам вот как волшебной палочкой мы подхватим, назовем все кругом исламское, по сути ничего не меняя. И вот у нас должно оно само по себе как бы вот магическим образом вдруг все получится. Вот как Хизбут Тахрир говорит, что давайте вот восстановим халифат, и как-то там само собой все наладится, потому что это наша такая обязанность, мы выполним свой фарт, и как-то там все само собой срастется. И вот поскольку это не было, духовного посыла за этим не было, был вот такой вот эмоциональный политический заряд и просто вот ответ Западу, что вот мы на самом деле, вот вы нас считаете там какими-то убогими, сирыми, там ни на что негодными, второсортными, а на самом деле-то мы вот такие правильные, духовные, и мы вам еще покажем, и вот как бы вот это вот не духовное, да, а эмоциональный заряд, его вот хватило на сколько-то, там, на 20, на 30, на 40 лет. И сейчас мы видим, что все это уперлось в некую стену, из которой мы теперь дальше не знаем, куда двигаться, как ее обойти или уйти, или что вообще происходит. Знаете, в свое время, по-моему, Бодрияр сказал, что человек – это машина по производству микрожеланий. Значит, вы воспринимаете человека как некую машину, которая должна работать энергетически на одном и том же высоком уровне. Такое невозможно. Что касается, я просто по пунктам постараюсь, да, ответить. Значит, когда приходили люди, Гейдар Джамаль рахимахуллах, действительно, да, как он человек был очень харизматический, мощный и так далее. Люди тянулись, понятно, но их глина не выдерживала просто. Ну, я знаю этих людей, и Шамиль да, я знаю тоже, да, да, которые, ну, не выдерживали, уходили, потому что, ну, как бы глина была слаба, позвоночник, хребет ломался, да, люди отскакивали. Но это не проблема его, Гейдара, это проблема человека. Он как хотел, но он не смог, не сдюжил. Это первый момент. Второй. Он делал ставку на тех, кого называли малым отрядом. Да? То есть тех, кто является как бы солью в исламе, муджахиды. Вот. На них была ставка. Кто-то соответствовал этой воинской сути, стати, кто-то нет. Кто-то хотел таковыми стать, но опять-таки глина не позволила. Потом, что касается действительно преобразований, которые запустил западный мир, ведь это не проблема ислама, это проблема Запада, который все хочет подстроить под себя, а ислам не собирается под них подстраиваться. Упоминал я в прошлый раз, не упоминал, известную книгу, значит, известного футуролога французского,
Банкир — это Атали. Жак Аттали. Да, Упоминал. известного Жак Аттали, который сказал, что никто не ожидал, что ислам вновь вернется в центр повествования. То есть ислам всегда в центре. Против ислама всегда была борьба, и всегда она будет. Сейчас она будет усиливаться. И наша задача не понравиться и сказать, что примите нас, пожалуйста, вот куда-то в это ложе. Мы будем тихо сидеть, на самом деле. Вот прям будем тихо сидеть, все поклоняться. Ну, нормально все будет, по ништяку, ребята, да, поймите нас. Они говорят, нет, ребята, так не получится. Или вы полностью присягаете, и ЛГБТ проводите, и хиджабы снимаете, и проводите, как там в Арабских Эмиратах, когда бомбили, я извиняюсь, Газу, Хэллоуин там вовсю. Это же не из-за того, что как бы они этого хотят. Это, понятно, навязанное. Это на самом деле так. Это не конспираси. Да многие уже и хотят. Многие уже, ну, понятно, потому что сначала тебя бьют плеткой, а потом ты говоришь, слушай, мне это нравится на самом деле. Мне это нравится. Ну, там в Саудии, там кого-то, там другая проблема была. Там плеткой особо никого не били, там как бы вот получается некое отторжение. То есть там вот как и в современном Иране тоже происходит. То есть вот это вот навязывание религиозности вот именно с помощью государства, очень часто чиновничества, оно вот вызывает отторжение. О чем у и людей, вопрос, что государство, реакцию. Так называемое, это всегда внутренний враг любой веры. В общем, я понял, Руслан, и Шамиль, видимо, тоже согласны, что, короче, в конце концов, вы видите идеалом победы исламского проекта в вашем понимании и Гейдара, на которого вы опираетесь. Это такая всемирная анархия под мусульманским лозунгом, правильно? Всемирная исламская революция. Революция, вот анархическая. Но в итоге что получается? Всемирная анархическая республика мусульманская. Так что ли? Всемирная исламская республика. Что такое республика? Республика – это джама. Да, я имею в виду республика, да? не государство. Республика – это общее дело. Да. Общее дело. Мы делаем общее дело, бесспорно. И мусульманское, и монотеизма, и справедливости. Потому что могут войти люди, которые не согласны с этим миропорядком, они тоже видят в исламе спасение. Ну, многие же видели левые, помните же? Да, вокруг Гейдара много было левых, помните, левых, Сартр приезжал, правых, который восхищался там, как вы говорите, исламистами. Ну, Сартр, да, его ученики потом тоже устроили и Пол Пота. Я извиняюсь, Мишель Фуко, который восхищался исламизмом и все остальное. Почему? Они глубинно понимали, что это правда, это справедливость. Ну вот они видели в нем как раз одну из версий вот этой вот всемирной такой вот, одну из сверхидей вот такой великого такого беспорядка, революция духа. Это революция духа. И они не видели в исламе именно вот то, что видят в нем мусульмане, как систему для спасения в первую очередь, и для организации жизни для спасения. Они видели в этом одну из идей типа маоизма, там, типа, там, не знаю, Муссолини, типа вот каких-то вот таких вот глобальных систем, которые призваны перевернуть этот мир просто вот ради самого процесса. Вот. Возвращаясь к проблематике анархии, мы как раз не договорили, что задача политического ислама как раз эту анархию как-то преобразовать вот в некую институализацию. Да? Вот, например, Гейдар предложил там проект сетевых джаматов. В шариате есть такое правило, вы, наверное, знаете, усуль фикх, там то, что является обязанностью, если оно не воплощается или невозможно воплотить обязанность, то подготовка к выполнению этой обязанности, она является обязанностью сама по себе, да, то есть если максимум невозможен, то хотя бы нужно проложить путь для приближения к этому. Это шариатское такое правило. Вот. И как раз вот политический ислам занимается этим, некий проект политических джамаатов, и это все будет происходить до тех пор, пока вот легальный не возникнет Махди как раз, да, который свыше легитимностью обладает. Ну, понятно, в общем, анархия, такой мусульманский Махно глобальный. Я понял эту идею, я просто хотел понять, вот я же все время спрашивал, а что вы видите в итоге, в цели? Здесь, да, основное, да, то, что хорошо, нужно, я вас понял. То, что нужно понять, почему это важно. Ну, уже мы никогда поняли, не восстановится спокойствие для мусульман, пока они не возьмут власть. Власть, возможно, как так власти же не будет. Если проект. Махно, если анархия, нет. То там без власти, безвластное общество нет, же. Вы подменяете понятие. Ограничение бюрократического аппарата,
А носители власти — это муджахиды, это те, кто... То есть все-таки не анархия. То есть будет называться анархия, а на самом деле будут править некие Я не знаю, муджахиды. почему, Ренат, вы постоянно говорите анархия. Нет, вы же сами согласились, что да, это имеет много общего с идеей как ограничение государственного... без государственного управления. Вот этих галстучков негодяев, которых надо вытаскивать и обязательно пороть раз в месяц, чтобы они людей не притесняли. В этом не смысле, должно да. же быть уже. Так и должно быть. Почему? Нет, я говорю, при вот этом светлом будущем, анархическом, мусульманском, уже, значит, там уже не должно быть никаких галстучков. Такого не будет, да. А пороть кого? Нет, я говорю, сейчас пороть. это Тогда щас. уже не надо будет никого пороть. Я понял. Ну, в общем, я просто замечу, что это, так скажем, новаторская идея, так мягко говоря, для исламской мысли политической, особенно суннитской. Я вот на этом хочу просто заострить внимание. То есть я предлагаю перейти уже дальше к практической плоскости. Вот вы говорили про то, что была некая попытка строиться в Запад, там, которая тоже, в общем, неправильная, и которая провалилась, на мой взгляд. Действительно, это попытка, вот то, что современные как бы, вот, братья-мусульмане вот, времен после развала СССР, вот, они взяли такую стратегию фактически общий такой либерального дискурса, что да, надо участвовать в выборах, надо вести легальную политическую работу, надо вот встраиваться в этот процесс, по сути, как бы сформированный Западом. В конце концов, это привело к арабской весне, которая была вот как бы триумфом вот этого вот умеренного исламизма, умеренного политического ислама, так бы, грубо говоря. То есть братья-мусульмане пытались предложить уже Западу себя как некого такого коллективного партнера, с которым можно работать взамен уже отживших и всем надоевших военных в арабских странах, что вот типа сейчас вот такие вот светские исламисты, интеллектуалы. Светские исламисты? Ну, так бы, как бы они себя так представляют, в смысле, что не духовенство. Хороший оксиморон. Ну, как Мурси, да, например, он интеллектуал, высокообразованный человек, там, да, специалист по космическим технологиям. Да. В НАТО работал, в вот. НАСА. Они как бы говорили, вот есть новая элита, она органически связана с этими странами, она религиозная, она традиционная, в то же время это как бы современные люди образованные, и они могут заменить военных, давайте с нами работайте. Вот. И они как бы вот выскочили на авансцену, предложили себя Западу, а Запад выбрал все равно военных. И в Ливии, и в Хафтара начали поддерживать Сиси в Египте. Сирийская война тоже вот уперлась в тот тупик, который уперлась. То есть и вот эта попытка через либерализм вот как бы выразить политический ислам, она тоже провалилась. Потому что, правильно, потому что она пыталась залезть через либерализм. Через тот ход, через который нельзя лезть, просто запрещено. Так до этого через другие ходы пытались, и через левое, и через правое, тоже ничего не сработало. Может быть, самой идеи какой-то изъян? Гейдар Джамаль Рахимахуллах говорил, что это ступени политического ислама. Ну, ничего плохого в этом нет. Да, пытались. Благо, что пытались. Не просто сидели на диване. Безусловно, надо, да. естественно, надо пытаться развиваться. Сейчас мы можем анализировать. Да. И собственно, ихваны, что мы и ведь пытаемся изначально делать. ихваны были очень радикальны. Ну, надо отметить, очень радикально. Потом они приняли решение, С давайте использовать... самого начала, может быть, не очень, были на определенном этапе радикально, да. Ну, там, как у эсеров, у них же существовало. Да, у них и боевое, что такое вообще боевое, ихванизм, да. надо говорить, да, тогда в целом, да. Это очень, кстати, хорошая аналогия с эсерами. Это Не, ну у них было боевое крыло, очень бьется. Шамиль правильно говорит, Да, боевое крыло, которое Но убило... оно у ихванов появилось просто позже. Садата. Ну, Садата убило уже не ихваны, Садата убили уже исламский джихад. Но это и есть Но они подразделение, откололись. подразделение ихванов. Но они вышли из ихванов, но уже далеко настолько ушли, что сами ихваны с ними сильно враждовали. Ну, так же, как и от РСДРП откололись большевики-меньшевики. Это вопрос о политическом методе. Ну, тут скорее даже вот с эсерами надо сравнивать, потому что эсеры были действительно такие, например, были бешеные эсеры. Это были еще более радикальные, чем боевая организация эсеров. То есть это уже как бы сами эсеры их уже тоже как бы затакфирили, но они как бы вышли тоже, идеология у них такая была радикальная эсеровская. Вот это некий похожий да, такая но если мы так пойдем, то история. Вообще Евну Азеф-то вообще работал на охранку, как говорится. Или охранку на него. Ну, там да, тоже история очень там, запутанная. Да, там считается, что и так, и сяк. Кто на кого работал, кто кого использовал, и как это было. Получался, да, это технологии, они, в общем, общечеловеческие, да. И Абдул-Азам был когда-то ихваном тоже, из Авахири. Да, когда-то вышел. Поэтому все-таки это было явление. Ихванизм было явлением, которое действительно... Да, и остается которое, явлением, да, вот это большая это волнами пошла до Ирана и так далее, до Соединенных Штатов, и Калим Саддики во многом ведь тоже порождение ихванизма, как бы там ни было.
Поэтому они оказали определенное влияние, они ступень. Дальше надо идти, двигаться, развивать. И Эрдоган — это методологию тоже последствия, конечно, да, это конечно. уже волны. И Хамас. И Хамас — это вообще прямое просто Подразделение, отделение да. палестинское. Поэтому это все ступени. Надо развивать нам новую политическую мысль. Нужно развивать, брать лучшее и выстраивать, потому что все меняется. Все меняется, и в этом смысле я думаю, что наша основная задача сейчас – это сформулировать концепт ислама как глобальной силы для всех. Неважно, в Индонезии он живет, в Америке он живет и так далее. Вы его уже сформулировали. Правильно же я понял? Вот то, что мы обозначили как всемирная анархическая мусульманская республика. Всемирная революция духа или же ислама против несправедливости, тирании, материализма и всех пакостей, вот скажем так. Но, если утилитарно. Вот я в каком-то плане, тоже не да. претендую на там, безусловно, какую-то там истину, вообще просто вот, что называется, в порядке бреда. Меня посещают идеи, вот, что вот в этом кризисе, как дальше можно было действовать. Мне кажется, вот очень важно уйти от этой вот градации. Вот есть исламская партия, не исламская, там есть там какая-то даже исламская политика, не исламская. Это вот мне очень напоминает, бывает там исламская колбаса, не исламская, там, я не знаю, какая-то вот Но она же бывает мусульманская. халяльная, Нет, не халяльная. нет, халяльная, не халяльная. Да. Вот я это хочу сказать, что не надо вот, надо перейти, вот именно, бывает политика халяльная, и бывает не халяльная. Вот, мне кажется, вот даже эта идея может быть более рабочей. И там возникает, значит, в рамках халяльной политики может отдел быть, стандартизации Дум, который будет сидеть. да, вот, стандартизации партий. Да? То есть может быть некая халяльная либеральная партия, может быть халяльная партия социалистическая, может халяльная партия, там, я не знаю, консервативная. И они все находятся в рамках, в общем, халяльной. То есть они не переходят в харамность. Да? Вот так же, как... Это игра. А вот это вот конфессиональное разделение... Это не борьба тогда, это будет игра. Она как это раз будет вредная. Симулятор, абсолютно вредный, Ну, и в чем? через него просто будут нами манипулировать. Ихваны на Ну, этом а вот через споткнулись. анархизм глобальный не будут манипулировать, наверное. Анархизм — это просто резюмирование реальности как бы некой. Мы не постулируем то, что вот в будущем исламский политический проект — это анархизм. Ну почему? Вот Руслан сказал, что это цель из политического ислама. Конечно. Построение безвластного общества, где вроде как безвластное, но там есть Там, где, всем правят некие там, муджахеды, джаматы. под которыми Гейдар понимал себя в первую очередь. Что такое умма? Умма – это система джаматов. Джаматы – это самоуправляющиеся самодостаточные общины, которые составляют костяк политической структуры, политического общества. Да, я напомню, что такое полис греческий, да? Это пространство вооруженных мужчин, которые не просто соучаствовали в общественной политической жизни полиса, но и с оружием, которое покупали сами, защищали его интересы. Тот, кто не мог это делать, тот не мог быть гражданином полиса, жителем полиса. Да? И это маленькое пространство намылило шею грекам хваленым, персам. Вот все воинские структуры – это структуры потом они, правда, Риму проиграли все. И стали частью уже римской. Но они просто разложились. Да, Рим просто скопировал. Вообще у Рима-то и даже философии никакой не было. Нету никакой римской. Ну, политическая система Рима была своя. Она строилась все-таки сначала. Она там имперская, была республика, потом стала она империя. Имперская. А идея полиса она была оказалась сильнее, чем контримперской. джаматы в итоге получается. Контримперская. Она была контримперская. Я просто Ислам, замечу, что вот эта сила. идея джаматов Гейдара действительно глубокая, важная, полезная, интересная. Ну, она тоже, мягко говоря, новаторская. То есть мы ее не находим в классическом исламском богословии, ну, по крайней мере, в том виде, которое вот Гейдар преподносит. Идея джаматов есть, но так, как это вот уже у Джемаля, это только у него, по-моему, и появилось. Может быть, у Калима Сиддики. У Калима Сиддики экстерриториальные джаматы. В исламской истории были какие-то такие предтечи, на самом деле. Вот Мурабитун, например. Там джамат имеется в виду просто община, вот такая, в первую очередь для намаза, или какая-то местная община. А вот именно, чтобы это упор политический на это был, это уже именно вот у Гейдара. И была это молодежь. тоже все как бы влияние западное, ну как это взято тоже, он же сам не отрицает, вы же сами же говорите, это все вот, греческие полисы там. Дело в том, что это как бы похоже на рыцарскую идею, да, но рыцарская идея, она же тоже инспирирована была исламским
исламскими там некоторыми Ну да, может быть, да. Не, конкретно. Футуба, там, да, османский ахылык. Не, конкретно их же обвинили в чем? Храмовников, да, в том, что при создании в 1099 году ордена храма присутствовали мусульмане местные, да. Это действительно был по-настоящему джамаат, ну, братство. Государство в государстве. Ну, Да. потом их в масонстве обвинили, в Их экуменизме, обвинили и в впоследствии, чем и только не Папа обвинили, Римский да, сказал, что и они затакфирили, криптомусульмане. Да, затакфирили и разгромили орден. Почему? Да, да. Потому что это рыцарский, воинский, муджахидский. Было собрание, союз. Ну, муджахидский, так скажем, в кавычках. Ну, как Ну, так и есть. все-таки крестоносцы же. Не, ну воинское по натуре-то своей. Ну, да, в таком техническом смысле. Да. Собственно, и рыцарь, что такое? Рыцарь — это просто рихтер с немецкого, это человек на коне, да, который как бы, у него ничего нет другого кроме. И в этом смысле эти кшатри, как говорил Гайдар, воины, они составляют единство. Но приходят попы, жрецы, которые говорят: нет, это неправильно, давайте мы вот так сделаем. Что сделал папа Орбан II? Одна из причин крестового похода была в чем? Забрать, значит, деньги, забрать земли, но самое главное — скинуть пассионарный элемент, потому что уже тогда дворянство шпаги начинало задаваться вопросом: слушай, ты кто такой вообще? Сидишь там Давай, на до амвоне. свидания. Да, сидишь на амвоне. И тогда они приняли решение: а давайте устроим. И многие события, многие войны мировая система выстраивает так: скидывает пассионарный элемент, да, людей воли, людей протеста, которые не могут взирать и смотреть на то, что происходит. Беспредел. Их скидывают туда, в этот огонь, и потом как бы кризис разрешается. Ну вот, кстати, кризис отсюда хорошо вот аналогию тоже перекинуть. Вот кризис же помимо умеренного исламизма, примерно вот после краха арабской весны, мы видели другой как бы всплеск и наибольший вот как бы подъем, так скажем, экстремального исламизма в виде ИГИЛа, который тоже закончился, мягко говоря, в общем, плачевно. Я уж не говорю про те методы, какими они пользовались. В общем, он тоже был разгромлен и развеян. И, то есть я это к тому, что и умеренный исламизм, и экстремальный на сегодняшний день, ну, практически мы можем говорить, что на этом история закончилась. Сегодня мы как бы стоим у некой развилки, куда дальше вот это политическое в исламе может пойти. Вот, и некоторые говорят, вот есть Эрдоган, некий уже пост-исламизм, говорят, там, альтер-исламизм или что-то вот. Уже появилась как бы такая терминология, что как бы исламизма, политического ислама 20 века, вот как мы его знали, вот, который берет начало от братьев-мусульман, там, от кофеин, в которых Хасан Банна там свои проповеди проповедовал, да. Говорил, вот, он закончился. Ну, еще Фукуяма писал о том, что уже конец истории скоро там грядет, а потом 11 сентября произошло. То есть я думаю, что преждевременно как-то... Так, да. Но, Фукуяма, кстати говоря, ну, поставил вот, кстати, знак про 11 вопроса, сентября который никто вот не увидел. Жиль Кепель, такой известный исламовед французский, крупный считается теоретик, вот он тогда написал книжку, по-моему, «Конец исламизма», что ли, как-то она так и называлась прям. И он вот писал, что 11 сентября, как бы, это было до 11 сентября, что на этом вот все, он уже заканчивается, и как бы проводил под эту базу, серьезно подводил. Потом случился 11 сентября, и это как бы еще увеличилось на 20 лет, но в итоге его выводы, они оказались рабочими. Да я бы не сказал. Просто это все еще затянулось на некоторое, я бы не сказал. на некоторое время. Я попытаюсь объяснить, почему. Ведь так как мы живем в информационном обществе, мы апеллируем теми понятиями, которые нам навязывают. Ну, например, выходит по телевизору какой-то человек и говорит: на самом деле ваше поведение – это поведение девианта. И говорит: блин, ну серьезно, я же девиант. Ну, вот зачем я борюсь за справедливость? Я девиант. Да? И здесь то же самое. Выходят какие-то люди, значит, с учеными степенями и говорят: конец исламизма. А знаете почему? Потому что мы вам говорим, мы же исламоведы. Нет, ну мы же опираемся с вами на факты, но... Только что? Ислам... Арабская весна чем закончилась? Да дело в том, что это процесс. Крахом. Это процесс. Крах, потому что туда американцы влезли. Крахом. Да много чего вот закончилось. Всё. И халифат праведный имел конец, но это не значит, что и конец Ну, я и говорю, ислама. что есть некая развилка. Значит, что нужны новые формы. Этот этап закончился. Да, формы как раз экстерриториальных джамаатов, махаллей – это и есть будущее ислама. Вне государственный. Ислам шире государства.
ислам больше, чем государство, ислам значительнее, чем государство. И в этом смысле сейчас для ислама, как говорил Джемаль как раз, мы вошли во второй аср, третий, извиняюсь, аср исламский, да, 1440. Опять же, заметь, что идея очень новаторская, не встречающаяся в традиционном богословии. Ну, это косвенные признаки на сущностность, на то, что эта теория имеет право существовать, есть все-таки, потому что есть Нет, же... я не против, надо разбирать, надо изучать, надо обсуждать. Просто я хочу суннат заметить, Аллах. что как много у Джемаля, это Ну, в Коране говорит Всевышний, не встречающийся день в Аллаха, богословии традиционном. день Аллаха, да, равен стальки-то, и так далее. 50 тысяч лет. И так далее. То есть, да, есть определенная тактность в истории. И этой тактности подвержены и человеческий организм. Ну вот, например, мы ночью хотим спать? Хотим. А после сна мы хотим попить воды? Хотим. Ну, собственно говоря, да, есть некий цикл. Человеческая история – это тоже цикл, естественно, которая сопряжена с этим. Я к чему? К тому, что сейчас ислам на подъеме. Косвенным признаком этого является, что мировая система перешла в прямую лобовую атаку против ислама. Это говорит о том, что ислам усилился. Если бы мы были слабы, никто бы сильно не заботился. Ну, сидят себе там в чайханах, чаи пьют, пловы едят и так далее. А когда ислам стал политическим, когда созрело новое поколение интеллектуалов, которые могут из западных интеллектуалов, что называется, за шкирку брать и интеллектуально высекать, тогда, да, ислам стал опасен. Ну, я бы так, конечно, оптимистически не смотрел. Я бы сильно порадовался, если бы у нас было бы много интеллектуалов, Ну, вот которые вы, например, бы же можете за шкирку бы там хватали. достойно любого западного интеллектуала отхлестать. Спасибо. Ну, к счастью, пока не сталкивался с западными интеллектуалами, не приходилось хлестать, но надеюсь, что такие люди есть. И вот в вашем лице тоже я таких вижу. Ну вот, чтобы нам просто тоже не переходить на уровень, там, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, я хочу сказать, что, на мой взгляд, ситуация не настолько, мягко говоря, оптимистична, а скорее даже наоборот. И я не вижу особых каких-то прям прорывов в ближайшее время, скорее даже наоборот. Возможно, что вот этот процесс исламского пробуждения, начавшийся, что он повлечет за собой и даже некое сползание уровня религиозности как таковое уже, поскольку люди, вот, смотря на крах этих исламских партий, они уже начинают, как обратная реакция уже к самой религии как таковой тоже. И определенная как бы есть статистика по религиозности и по традиционности в мусульманских обществах, которая нам не позволяет делать особо оптимистические выводы, к сожалению. Это не наша задача, потому что, условно говоря, вот я считаю, это как раз-таки наша задача. В том же самом Иране, например, где там основы шариата и так далее, мы понимаем, что это фикция. Наша задача поддерживать эту идею на плаву. Наша задача не дать угаснуть идеи. А люди, понимаете, они слабые. Люди сегодня есть, завтра нет. Сегодня они с тобой, завтра не с тобой. Люди — это просто, откровенно скажем, да, в большом глобальном масштабе. Почему Коран все время про большинство говорит в негативе? Потому что большинство — это просто пластилин. Но самое главное — это община избранных, малый отряд, который ведет этот корабль. А команда может уходить, может, так сказать, прыгать с борта, может поднять восстание против капитана, да, и ее надо подавить, потому что задача капитана — корабль привести в порт. А команда там, понимаешь ли, она сегодня болеет, хандрит, у нее депрессия, так сказать, зарплату не выплатили. Но я вот позволю с вами не согласиться вот в этом вот отрицании человека, его ценности. На мой взгляд, и я считаю, что это глубоко обосновано авраамически, что в центре это как раз человек. И человек спасается индивидуально в исламе. И судит Аллах именно конкретного человека за его конкретные дела. И спасение, оно всегда индивидуальное. И отношение у человека в исламе, у творения с Творцом, это отношение конкретного человека с Богом напрямую, вне духовенства. У нас даже духовенства нет в исламе. Это всегда напрямую. И отрицание вот этого человека, это, мне кажется, тоже большим изъяном это не отрицание вот этого человека. политического ислама, о котором мы говорим. Это деобъективизация человека как принципа поклонения.
западное. То есть, что человек поставлен, и давайте его облизывать со всех сторон. Нет, но если потому кто-то что там он так доводит хочет. до такого, там сейчас и трансгуманизм всякий есть, какая-то постмодернистский вот этот либерализм с его ЛГБТ, это все уже некие крайности. Понятно, что мы... Когда-то, что было крайностью, из-за этого стало нормой. из-за этого мы не должны отрицать идею человека и в каком-то смысле гуманизма, но не гуманизма, вот, где человек вместо Бога, а где в почтении к достоинству человеческому. Нет, это разные вещи. Вот это нельзя отрицать. Гуманизм и достоинство — разные вещи. Гуманизм — это когда человек поставлен в центр как идол. Просто вот либерализм на этом построен, да? Даже в Древнем Риме были humanity, да? Были bios и zoos. Жизнь, так сказать, зоо, животная жизнь, как сейчас, и био, личности. Вот мы говорим о том, что мы ценим личность, достоинство. А нам говорят, нет, вот зооз, животная страсть человека, этого хайвана, а по сути он хайван. Без рухалы это хайван просто, животное, да? Существо, как говорил Аристотель. Политическое существо. Мы должны его облизывать со всех сторон, говорит, ради него все. Да не ради него, не ради его низменных страстей. Он инструмент Аллаха. Да, я еще хотел добавить, что человек, он спасется, и критерий спасения — это соответствие его исторической ситуации, в которой он жил. То есть ислам часто говорит, что если человек разговляется один, то второй с ним шайтан. Там, или если вы вдвоем там, или втроем выходите в путь, то сразу назначите амира. То есть нельзя представить мусульманина как вот такую автономную единицу, которая спасется. То есть такого нет. То есть мусульманин, который идет спать, и сосед его голоден, то он как бы осуждаем. Ну, это сейчас, опять же, вопрос, понятно, что мы никто не отрицает ни человека, ни общину. Понятно, что человек всегда это существо социальное. Тут вопрос просто приоритетов и интерпретации. Я думаю, что мы еще, наверное, не раз продолжим уже в каких-то других аспектах нашей, так скажем, уже даже некие дебаты. Вот мы про Запад коснулись в программе, сейчас вот про политический ислам. Таких тем широких, глубоких, которые касаются вообще кризиса исламской мысли современной, и вообще мысли как таковые, их несколько, их, наверное, достаточно много, и мы к ним еще вернемся. И я уже традиционно хочу завершить нашими орг-вопросами. Еще раз напомнить, что в комментариях, пожалуйста, высказывайте свои мнения, предлагайте гостей, критикуйте, хвалите наших участников. Если кто-то считает возможным хвалить меня или Али Хаджи, которого сегодня с нами нет, но который с нами присутствует молитвенно, духовно, так скажем, выражаясь как выражаются в духовных управлениях. Еще комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, используйте VPN. И встретимся после намаза на следующей неделе. Обязательно подключайтесь. Саламу алейкум. Алейкум салам.